Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Кипра. Сегодня мы подводим итоги последней, так сказать, провинции Лимассол. Будем, конечно же, говорить о прошедшем 2025. 25 год у нас прошел, да. Чуть не сказал 26-й. Итак, постараемся, в общем-то, через призму времени и цифр посмотреть на процессы, которые я наблюдал благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, друзья, традиционно за мной, как я обещал, видите, такая, это задний план называется, это сад, в буквальном смысле этого слова, в который я выхожу из дома. И вот видите, так, сегодня тепло, 21 градус, вчера было холодно, немножко, даже дождик, по-моему, шел, сегодня великолепная погода. И так, вот, видите, как могу, так и развлекаюсь, меняя задний план на своих видео. Ну, это так, шутка, конечно. Давайте, друзья, переходим к рынку недвижимости. Я думаю, что вам будет интересно, при том, что еще раз напомню вам, друзья, я ваш покорный слуга, один из немногих, кто дает подобную информацию или создает уникальный контент, который, в общем-то, достаточно в полном объеме, недостаточно в полном объеме показывает как колебательные процессы, так и тенденции на рынке недвижимости, в данном случае остров Кипр, южная его часть. Итак, друзья, традиционно перед вами остров, который разделен на две части. Южная часть живут греки-киприоты, в северной части живут турки-киприоты. Сегодня мы говорим, вот видите, провинция Лимассол, куда также входит город-муниципалитет Лимассол. Всего 6 провинций. Сегодня мы говорим о провинции Лимассол. Давайте посмотрим административно-территориальное деление самой провинции. Провинция Лимассол входит город-муниципалитет Лимассол, город-муниципалитет Месса-Гетония, город-муниципалитет Святой Афанасий, город-муниципалитет Гермосоя, город-муниципалитет Ипсанас и город-муниципалитет Катаполимидия. Итого 6 крупных населенных пунктов или муниципалитетов. Они отражены, ну, во-первых, вы на карте видите, так отражает, рисует, точнее, Google Map провинцию. Вот об этих городах мы сегодня очень подробно с вами разберемся. Так что наберитесь терпения. Кто-то меня там спрашивал, Андрей, вот цифры, мне интересно. Ну, друзья, мы же говорим о рынке недвижимости. А рынок недвижимости, друзья, измеряется определенными, так сказать, характеристиками. И одна из немногих, или точнее основная, это стоимость квадратного метра. Поэтому я говорю именно исключительно о рынке недвижимости через призму цифр. Да, кстати, вы можете, ну, давайте перейдем в другой слайд. Говорим о городе-муниципалитете Лимассол. Но просто на примере вам покажу. Кто планирует переехать на остров или кто уже живет на острове, кто планирует приобретать недвижимость для жилья или же для инвестиций, вот данная информация, данные цифры как раз и позволят вам, в общем-то, принять правильное решение, так назовем. Потому что давайте ознакомлю вас с картой и с экселевскими данными, которые в данной таблице. Ну, вот раз начал о, так сказать, полезности контента, который я создаю. Здесь мы видим апартаменты класса А и Б, то есть это новое жилье. Ну, новое жилье, это, как гласит легенда компаний-застройщиков, это жилье, которое построено из энергоэффективных сберегающих материалов. То есть зимой не холодно, хотя вот я уже говорил вам, я живу 3 месяца на Кипре. Ну да, пару месяцев, пару недель было дожди, каждый день дожди, и было так не совсем тепло, но я бы не сказал, что можно замерзнуть. Ну так или иначе, в новом жилье не холодно зимой и не жарко летом.
Что не скажешь о старом жилье, хотя я живу как раз в старое жилье, старый дом, который относится к классу С. Итак, о полезности информации вы видите, вот это вообще называется табличка экселевская, вот вверху мы видим временные ряды, а вот здесь это финансовые ряды. Ну, по-научному это называется пространственная параметрическая дискретная модель рынка. То есть она создается для того, чтобы совершенно точно отслеживать все параметры, которые характеризуют стоимость квадратного метра. Или точнее, стоимость квадратного метра, правильно, да. И вот с правой стороны вы видите, это административно-территориальное деление самого города, муниципалитета Лимассол на ценовые зоны. Видите, сколько ценовых зон. Ну, если посчитать, тут, ну, наверное, порядка 20 будет. И каждая ценовая зона, почему ценовая зона, она отличается в стоимости квадратного метра. Вы можете это без труда сами посмотреть. Если вы планируете приобретать для жизни или же для, так сказать, инвестиций, вы можете ориентироваться вот на стоимость квадратного метра, умножать, допустим, однокомнатная до 70, от 60 до 70 квадратных метров. Мы сейчас говорим о новом жилье, видите, апартаменты класса А и Б. И вот у вас получится стоимость, рыночная стоимость, еще раз напомню, квартиры, которую вы будете планировать или планируете приобретать. Также при продаже вы можете смело ориентироваться на данные, они, в общем-то, отражают достаточно точно состояние рынка. Вопрос, который задают часто мне: Андрей, откуда эти данные? Мы мониторим интернет-пространство, один из основных, так сказать, сайтов, систем, на который работает, и на протяжении мы с 2019 года его так обрабатываем, мониторим, это сайт Позараки. Ну, кто знает, что это за сайт, кто не знает, зайдите, посмотрите. То есть это некое подобие OLX, который работает в Украине. Ну, по крайней мере, движок, на котором работает сайт, он идентичный. Ну, мы работаем и с OLX, понятно, то есть мы работаем по Украине, это вы уже знаете. Итак, давайте новое жилье за месяц подорожало, период сравнения у нас ноябрь-декабрь подорожало на 0,13%. Средняя стоимость 3784 евро за квадратный метр. Вот здесь вы можете посмотреть, видите, красная черта, это подытоживающие данные, стоимость квадратного метра. Ну, как она считается, среднеарифметическая, мы вот эти все суммируем, ценовые зоны, и делим на количество этих ценовых зон. Получаем среднеарифметическое число по городу, муниципалитету, напомню. Что показало нам незначительную динамику роста 13%. Это вы видите на карте также. Переходим к следующему слайду. И здесь, друзья, мы уже будем говорить, что произошло с новым жильем в городе, муниципалитете Лимассол на протяжении 12 месяцев. Период сравнения декабрь 2024 год, это видим 3710 евро за квадратный метр, но это в целом по муниципалитету города. И уже в декабре 2025 года это 3784 евро. Что показало нам в годовом измерении, друзья, динамику роста плюс 2, ну, плюс 2%. Это, в принципе, адекватно себя ведет рынок. Почему я называю это адекватно? Мы разберемся в конце видео, когда я приведу вам основные макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие экономики острова Кипр, ну, по крайней мере, южной его части. Дальше, друзья, смотрим, что произошло со старым жильем в городе, муниципалитете Лимассол. Видим, что рост также на 14%, но средняя стоимость квадратного метра отличается на 100 евро. Видим, 3682 евро. Но с учетом того, что новое жилье, как я приводил пример, там однокомнатное может начинаться от 60 там, и 70 метров квадратных, то старое жилье это может быть 50 метров, даже меньше, то мы можем, в общем-то, без труда понять, что даже разница в 100 евро за квадратный метр в итоге на общую площадь дает нам разницу очень большую. То есть дороже стоит, естественно, новое жилье. Итак, еще раз внизу показываю красным шрифтом. 3682 евро за квадратный метр, среднее арифметическое число по всему городу, муниципалитету, и рост
за один всего лишь месяц, плюс 0,14%. Следующий слайд. Здесь мы посмотрим, что со старым жильем в городе, муниципалитете произошло в течение года. Период сравнения. Декабрь 2024 год 3610 евро и 3682 евро декабрь 2025 года. Что в целом, смотрим внизу, показало нам рост 2% в годовом измерении. То есть мы, подводя итоги, говорим, что на 2% как новое, так и старое жилье выросло в 2025, прошедшем уже, естественно, году. И это, в принципе, адекватное поведение рынка. Люди, которые говорят, что рынок недвижимости вырос на 25% или упал там на 30%, да, ну, поки просто в основном люди любят говорить, что растет и растет там какими-то феноменальными цифрами. То есть это люди, которые, ну, вас хотят, наверное, как минимум развеселить. Если бы это все так было, то, вы знаете, такая доходность в недвижимости, ее, кстати, считают еще через аренду. И я вот уже этого 2026 года буду специально, это для инвестиций полезная информация, буду по каждой провинции, по каждому городу давать, в общем-то, эту информацию о пассивном доходе. Так вот, если бы рынок недвижимости рос на 25%, поверьте, что ну, не было бы, наверное, тут живого места. Все бы застроили, как у нас в Киеве, как когда-то было период бума, все человейниками по 24 этажа. А здесь, в общем-то, друзья, я вот вам скажу, что ну, не по Лимассолу, а по пафосу и земля продается достаточно много, и продается квартиры достаточно много. Даже вот гуляя по городу, ты видишь эти объявления. То есть это, в общем-то, вполне адекватная ситуация рынка. Кто-то продает, кто-то покупает. Но так, чтобы рынок себя вел, рост на 25%, друзья, забудьте. Это сказки для людей, которые хотят, наверное, верить в эти сказки. Или которые не умеют считать деньги. Наверное, вот так правильно. Переходим к следующему слайду. Здесь мы будем говорить о городе, о муниципалитете, который у нас называется так, Месса-Геттония. Да, Месса-Геттония. Здесь у нас новое и старое жилье попало в одну выборку. Ну вот видите, город, муниципалитет небольшой, здесь преобладает больше старое жилье, хотя новые ЖК-комплексы я тоже видел, но это все объединено. Видим, что за месяц снижение минус 0,15%. Месогетония, она вот выделена таким Google Maps, нарисовал ее, видите, светлая такая, светлая желтая пятнышко или такое какое-то больше, наверное, ну желтое, да. Итак, 3249 евро стоимость квадратного метра. Внизу повторяющиеся данные, ценовые зоны вы также можете посмотреть, как сильно отличается от 2000 евро до 4000 евро. В общем, эта информация, думаю, что будет вам тоже полезна. Давайте узнаем, а что же произошло в данном городе, муниципалитете за 12 месяцев. Вот здесь, друзья, видите, ситуация совершенно другая, чем в муниципалитете города Лимассол. 3294 евро это декабрь 2024 года и декабрь 2025 года 3249 евро, что показало в годовом измерении снижение минус 1,34%. То есть это, друзья, очень плохая ситуация, когда, ну, мы о ней будем говорить в конце видео, когда недвижимость, в общем-то, снижается ну, на 1,5%, вроде бы в неплохом таком локации, да, но вот потом разберемся, я опять объясню, почему считаю, что в данном случае это плохо для инвестиций, ну, понятно, что для людей, которые планируют продать. Дальше, следующий слайд. Это у нас уже другой город-муниципалитет Агиос Афанасиус. Он чуть больше Месогетонии. Так отрисован тоже пятнышком таким. Локации вы можете посмотреть. Здесь у нас также новое жилье. Ну, здесь у нас новое жилье. Почему? Потому что старого жилья здесь тоже присутствует, но незначительно. Поэтому я исключительно выборку новое жилье поставил. Здесь рост плюс 0,23% за месяц и стоимость 4147 евро. Ну, вы уже заметили, да, насколько больше стоит квадратный метр.
чем даже в Лимассоле в отдельных, так сказать, ценовых зонах. Достаточно дорогое жилье. При этом внизу можете посмотреть, опять же, ценовые зоны, как они по стоимости отличаются от квадратный метр. И еще раз повторюсь, рост на 0,23% за месяц, период сравнения ноябрь-декабрь 2025 год. Смотрим, что произошло с данной недвижимостью в Агиос Афанасиос за один год. Декабрь 2024 год 4084 евро за квадратный метр. В декабре 2025 года 4147 евро за квадратный метр. И в годовом измерении рост, вот здесь мы видим красный шрифт, 1,55%. То есть, ну, это очень даже неплохая ситуация для рынка недвижимости. Ну что, друзья, давайте, не устали еще, осталось немного. Смотрим следующий слайд, уже заканчиваем. Сколько уже прошли? 3 города, еще 3 осталось. Видите, сколько, какой большой объем информации. Это все цифры, статистика. И надо обработать, получить. Обрабатываю я с помощью программы Link News. У меня есть на данный софт или программное обеспечение, значит, авторское право, есть патент. Ну, в общем, сам бы я это никогда с помощью глаз рук не сделал. Ну, это очевидные вещи. Хотя остров Кипр небольшой, если это мы делаем по всей Украине, то ну, понятно, что здесь это так, совсем небольшая работа с точки зрения по объему, если сравнивать с Украиной. Так, видим, что муниципалитет Ермосоя, также здесь новое жилье, рост плюс 0,19% за один месяц. И здесь, друзья, смотрите, стоимость квадратного метра, ну, больше, чем в Лимассоле, да, 5399 евро. Напомню вам, что мы говорим исключительно о апартаментах, то есть сюда не попадают виллы и домовладения земельными участками. Ну, это понятно. Сюда попадают пентхаусы, они, кстати, да, стоимость немножко подтягивают вверх. Я пробовал, убирал, значит, пентхаусы, стоимость снижалась незначительно, где-то там на 500 евро, где-то больше, где-то меньше. Поэтому, в принципе, пентхаус – это квартира на высоком верхнем этаже. Это, как правило, дорогущие, как правило, не всегда, но, как правило, дорогущие квартиры, если это мы говорим о новом жилье. Все-таки я их включил в данную выборку. А также можете посмотреть по ценовым зонам, как очень сильно, даже 6208 евро есть стоимость квадратного метра. Как сильно отличается по ценовым зонам. Есть даже 7023 евро за квадратный метр. Но это жилой комплекс, ну, кто живет на Кипре, знает. Итак, значит, что мы? Посмотрим, что произошло с данным муниципалитетом Ермосоя на протяжении одного года. И видим, что 5332 евро – это у нас декабрь 2024 год, и декабрь 2025 год 5399 евро, что показало за год незначительно, но все-таки динамику роста плюс 1,26%, друзья. Следующий слайд, это у нас будет муниципалитет, он же город Ипсонас. Ну вот по стоимости он один из самых недорогих в провинции Лимассол. Отрисован он вот так на карте. Немного, я, видите, поменял на карте, ну, с рельефом, не знаю, отличается. Ну, мне понравилось. Новое жилье также, друзья. Итак, мы видим, что за месяц новое жилье в данном городе, муниципалитете подешевело на 0,07%. Стоимость квадратного метра составила 2875 евро. Ну, в общем-то, период исследования ноябрь-декабрь 2025 год. А вот что произошло за 12 месяцев, друзья, здесь мы видим, что в декабре 2024 года 2907 евро стоимость квадратного метра, и в декабре 2025 года уже 2872 евро.
Что показало, друзья, в течение года, видите, снижение минус 1,10%. Ну, это, в общем-то, и немного, но в то же время это такой тревожный сигнал для людей, которые, так сказать, проживают в данном городе, муниципалитете, которые планируют продавать свое жилье. Дальше. Смотрим катаполимидия. Это последний у нас уже слайд. Катаполимидия отрисован на карте Google Map вот таким также пятнышком, да, такой, не знаю, я вроде как не дальтоник, но не могу сказать какой это цвет. Такой Cyprus, это ж медь, да, медного цвета, наверное, да, такой ближе к меди. Также новое жилье. За месяц снижение минус 0,15%. Стоимость 3274 евро квадратный метр. Можете посмотреть по ценовым зонам, как сильно меняется стоимость квадратного метра. Ну и еще раз повторюсь, период сравнения ноябрь-декабрь, снижение на 0,15%. Что же произошло с данным городом, муниципалитетом за год? Видим, опа, а вот здесь я 11 месяц почему-то поставил. Ну, вот, когда спешишь, тогда людей насмешишь, да? Поэтому давайте тогда комментировать этот не буду. Почему? Потому что здесь некорректно 11 месяц сравниваю с 11. Но в целом, друзья, как бы динамика снижения, может быть, если мы когда 12 месяц я посчитал с 12, в районе тоже было бы одного снижения 1%. Итак, подводя итоги, это уже обобщенные данные, так, чтобы пазлы у вас сложились в голове в полную картинку. Мы видим, что в течение одного месяца в целом по провинции Лимассол, что произошло, друзья? Рост незначительный абсолютно, на 0,05%. Это, ну, в районе статистической ошибки. 3788 евро стоимость квадратного метра. Индекс положительный единичка, запятая 0,01. Дальше, друзья, старое жилье подорожало за один месяц, сравнивая ноябрь с декабрем, естественно, 2025 года, на 0,13%. Ну, в общем-то, наверное, все. Давайте перейдем к последнему слайду. Здесь мы уже с вами обсудим в целом по провинции, что же произошло в течение одного года по всем городам, муниципалитетам, их 6, которые входят в данные, так сказать, провинцию. Да, кстати, вот видите, вот эти города, о которых мы говорим сейчас, муниципалитеты, они, в общем-то, расположены, это у нас вверху север, южно-восточная часть, да, но на самом деле вот это все относится, ну вот это все провинция, видите, Лимассол. Вот эти все населенные пункты по-разному, но это я информацию брал с сайта службы статистики. Каждому вот этому городу, муниципалитету в подчинение еще агломерации маленьких населенных пунктов, которые, в общем-то, расположены по всей, вот так видите, по всей провинции Лимассол. Хотя это, ну, по примеру, у нас областные центры в Украине, допустим, город Киев, и к нему как оно называется, подчиняется Киевская область. Это огромная территория, да? Так и вот по такому принципу на Кипре каждому городу, муниципалитету есть подчинение агломерации населенных пунктов, которые разбросаны по всей провинции. Видите, какая большая провинция, и как вот здесь только они очень близко друг к другу находятся, вот эти города, о которых мы с вами сейчас говорим. Итак, подводя итоги, что же произошло за год, мы видим, что в целом по провинции Лимассол рост где-то 0,50%, полпроцента, это в принципе как бы немного. При этом Ипсанас и Катаполимидия показали динамику снижения по 1%, там где-то чуть больше. Да, еще Месогетония показала нам снижение. А лидером по росту стоимости это сам город, муниципалитет Лимассол. Мы сейчас говорим о новом жилье, видим на 2%. А вот теперь давайте я вам расскажу, что такое адекватный рынок или неадекватный. Но это моя интерпретация. Понятно, что могу ошибаться, но если что, поправите, напишите, может, у кого-то другие соображения. Итак, давайте начнем с того, что
есть закон стоимости. Закон стоимости гласит о том, что любая экономика может, в общем-то, работать сбалансированно, когда выпущенные фиатные деньги или же денежные агрегаты, там есть М1, М0, М2 и так далее, соответствуют выпущенным товарам и услугам. Вот когда это все соответствует, то, значит, экономика работает сбалансированно. Как только денег становится в обращении больше, за эти обесцененные деньги, сейчас мы говорим о евро, конечно, можно все меньше и меньше купить товаров и услуг, а недвижимость является таким же товаром, друзья. То есть снижается, так сказать, ну, мы говорим о том, что больше денег, меньше товаров и услуг купить. То есть, по идее, обесцениваются деньги и дорожает товар. То есть недвижимость поэтому должна дорожать. Включаются инфляционные процессы. И вот давайте вот вам показываю. Ну, это прошедший 2025 год, мы о нем говорим. Рост ВВП небольшой, 3,7%. Инфляция 2004 специально для примера дал, и 2005. Вот это включается инфляционные процессы. Я вам объяснил, что такое инфляционные процессы. Когда за обесцененные деньги все меньше и меньше можно купить товаров и услуг, то есть дорожает товары и услуги. По факту, вот в феврале месяце наступившем, я думаю, что Евростат даст нам измененные уже данные, что инфляция будет, я думаю, что или на уровне, так сказать, 2024 года, или же может вообще 3% быть. То есть мы понимаем, что если на 3% обесценены, в том числе фиатные деньги, то недвижимость вырасти должна как минимум на эти 3%. Что и, собственно говоря, произошло в данном случае на 2% в самом городе Лимассоле. И это как бы адекватное поведение рынка, потому что принято говорить, что рынок недвижимости – это тихая заводь, где можно сохранить и приумножить свои, так сказать, деньги. Приумножить – это инвестиция, а сохранить, когда вы просто покупаете для того, чтобы деньги не обесценивались. Но ряд других городов, которые Катаполи, Мидия, Ипсанас и место Гетония, они показали отрицательную динамику снижения. То есть вот здесь что-то не так, да, пошло. То есть и так обесцениваются деньги. И вместе с ними, с этими деньгами почему-то обесценивается недвижимость. Это ненормально. Поэтому, друзья, это на предмет того, что как, в общем-то, это мы сейчас говорим о стоимости квадратного метра, а на самом деле, если говорить о инвестициях, о доходе, о пассивном доходе будем говорить, потому что основное люди интересует жилье, так не будем говорить о коммерческой недвижимости, это уже в других видео я буду записывать. Также старое жилье в муниципалитете Лимассол, именно в городе муниципалитете Лимассол, выросло тоже, видим, на 2%. Ну что, друзья, вам сказать. Вот на такой позитивной ноте, так сказать, хочу закончить повествование о том, что произошло с недвижимостью на протяжении, друзья, подумайте только, целого года. При этом я дал вам графики, дал вам цифры, рассказал, как пользоваться данными цифрами. Сейчас у нас в работе интерактивная карта по... она не сейчас в работе, она, если честно, мы вышли на 90% готовности, но человек, который у меня закрывает директор предприятия, его просто банально забрали эти товарищи ТЦКшники. Он моложе меня, понятно, что я уже не призывного возраста. Поймали, просто забрали новый email. Поэтому этот проект остановился. Помните? Вы не помните, наверное, был такой у нас президент Янукович, который говорил: остановитесь. Вот и так у нас с этой интерактивной картой все остановилось. Но это такое дело. Это я вот так размышляю о наболевшем. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости острова, вам что надо сделать? Правильно, подписаться на мой канал. Можете лайки, дизлайки ставить видео. Также, кстати, пишите, что бы вас интересовало. Но исключительно, еще раз говорю, потому что мне многие там, не многие там писали: делайте обзоры, пожалуйста, по жилищным комплексам. Но это не мое, я не продажник. Это делают люди, которые продают, риэлторы еще называют. Вот им для того, чтобы продать товар, его надо запаковать красиво и показать вам, да, снять видеоролик. Это их епархия, я просто не хочу, это не интересно мне.
Это не моя профессия. Поэтому я могу только анализировать, сопоставлять какие-то данные, да, показывать вам, где дороже, где дешевле стоит недвижимость, где выгоднее, невыгоднее сдавать в аренду. То есть в этом направлении пишите. Там ходить по жилищному комплексу и фотографировать квартиры, ну, извините, друзья, это не мое. Итак, друзья, еще раз напоминаю, что вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг. Готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости острова Кипр, южная его часть, которая, я уверен, станет для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.